Всем доброго времени суток, с вами Асакур, и сегодня в мобильных хрониках хаоса мы снова затронем вопрос об актуальности героев. Что изменилось за полгода, кто стал более привлекателен для прокачки, а кто так и не получил нужных обновлений. Подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Прошло полгода с выхода ролика на данную тему, и за это время наша игра потерпела ряд изменений. Было введено 18 обликов, 2 новых героя, 2 новых особенности, гидра, а также ребалансу общей сложности подверглись 6 героев. Как все это повлияло на баланс? Давайте разбираться. Стоит снова напомнить, что речь будет идти о максимальной или практически максимальной прокачке каждого героя, ведь раскрытие персонажа непосредственно связано с его мощью. Все персонажи условно поделены на несколько категорий или же тиров, в первую очередь по критериям универсальности и эффективности. Обозначение категорий у вас на экране. Прошлый рейтинг героев выглядел следующим образом. Новый же рейтинг выглядит вот так. Начнем с самого низа, в котором ранее были Судья и Маджо. Что с ними стало? Судья серьезно изменился. Раньше его можно было использовать только на средних уровнях, на максимальной прокачке в сравнении со всеми героями он становился практически бесполезным. А сейчас это достойный герой поддержки с крепчайшими щитами в игре, неприятными оглушениями и улучшенным уроном с первого умения, применяя которое он также оглушает, и если судья в этот момент находится под эффектом от артефакта на пробив защиты от магии, то вносит заметное количество урона. Его новые щиты позволяют танковать тем героям, у которых ранее такой возможности не наблюдалось. Подробнее об этом в отдельном видео про судью, которое высветится в подсказках. К тому же мелким бонусом для него стал новый маскарадный облик на защиту от магии. И если про него можно сказать, что судья справедливо дождался своего улучшения, и это улучшение оказалось достойным, сделав его стойким защитным героем поддержки, то про Маджо можно сказать, что он стал лучше случайно. Это произошло из-за нового режима, который навел в Доминионе немало шума. В нашу игру были введены гидры, за победу над которыми полагаются новые ресурсы для прокачки артефактов титаном, для чего все и затевалось. У гидр на последнем уровне сложности особенно много здоровья, поэтому игроки до сих пор в поиске максимально эффективных пачек. При вводе данного режима разработчики специально забрали у Джу и Цинмао возможность наносить урон с их умений, рассчитанных на процент от текущего здоровья, чтобы нам не было слишком просто их одолевать. Но как оказалось позже, порча Маджо наносила магический урон от процентажных умений Джу и Цинмао, даже несмотря на то, что сам по себе урон без метки был полностью заблокирован технически. Таким образом, гидра получала космическое количество урона всего за одну атаку, особенно если ее шкала здоровья была полной. Счетчик в таком случае шел на несколько десятков миллионов урона даже с фиолетовым Маджо, так как его четвертая способность не зависит от магической атаки или каких-либо других его характеристик, а зависит только от уровня умения. Плюс ко всему усугублял ситуацию тот фактор, что порча Маджо работала даже после его смерти. Когда данная лазейка была обнаружена, разработчики спустя несколько недель опубликовали обновление, в котором капитально урезали процент наносимого урона с порчи и вернули процентный урон от умений Джу и Цинмао. Убирать эту ошибку полностью уже было поздно и нельзя, так как разъяренные игроки и так были недовольны всем тем, что было связано с артефактами титанов. Поэтому даже после исправления Маджо совместно с Цинмао и Джу являются востребованными героями на гидре. Но кроме борьбы с боссами использовать шамана в других целях невероятно дорого и сложно, особенно когда в игре присутствуют куда более агрессивные и эффективные маги. И раз мы заговорили про магов, то стоит отметить, что Корнелиус после улучшения по праву стал занимать титул лучшего антимага в игре. С помощью него и любого пробивника при правильном выстраивании пачки стало возможно побеждать подавляющее большинство сильнейших магических пачек. Все его умения подверглись серьезным изменениям, особенно первое. Гранит науки теперь наносит невероятное количество физического урона, которого под пробивом не может пережить практически ни один маг в нашей игре. А помимо ударной силы монолита, Корнелиус благодаря новому защитному куполу, руне подавления и новой особенности стал лучше показывать себя против магов в защитных пачках. И с появлением благословленных ввели Тристана, который объединил самого Корнелиуса, Гелиуса, Галахада, Лютера, Маркуса и Артемис. Если откинуть Артемис и Лютера, которые сами по себе нуждаются в ребалансе и которые не стали лучше после ввода данной особенности, остальные 4 героя помимо Тристана представляют весомый интерес для прокачки. Гелиус лучший против
против критовиков, кстати, он тоже получил усиление способностей внутри своей особенности. Корнелиус лучший против магов, Галахад идеален в пачке с критовиками в качестве танка, а Маркус весьма хорош в роли поддержки на вторую позицию в те пачки, где это уместно. При наличии возможности качать 3 полноценные пачки для Гранд-арены, вы точно найдете применение этим 4 героям, грамотно распределив их по пачкам. Именно в таком случае правильнее будет выбрать Тристана, и тогда у вас получится отдельная пачка из 5 благословленных. Но рассматривать его как основного героя для прокачки, а уж тем более в качестве главного дэмэдж-дилера, точно не стоит, ведь его умения практически не наносят урона, а показатель физической атаки весьма слаб для роли бойца, даже с новым обликом. Его специфика применения состоит именно в том, чтобы часто ультовать и раздавать тем самым эффект от первого артефакта на пробив брони. Это открывает возможность использовать его больше в виде героя поддержки совместно с теми героями, которым не хватает пробива. Например, с Корнелиусом, Ясмин, Исмаилом и так далее. Кстати говоря, Исмаил наконец-таки получил долгожданное улучшение. Ему подняли скорость в демонической форме, а также увеличили процент восстанавливаемого здоровья от вампиризма в 2 раза, существенно сократили время перезарядки уклонения и добавили к длительности этой способности 1 секунду. Все это, конечно же, исключительно положительно сказалось для Исмаила, но его концепция идеи бей сохраняется, а в 2021 году использовать такую тактику становится все тяжелее и тяжелее. Ребалансу подвергся и Фобос. После изменения всех его умений он приобрел ярко выраженную антимагическую направленность, теперь это совершенно новый герой. Ранее паралич накладывался на случайного противника, а сейчас применяется на соперника с самой высокой магической атакой. К тому же у соседних героев понижается физическая и магическая атака. 4-е умение ужас магов, которое напрямую связано с параличом, теперь полностью оправдывает свое название, так как по цифрам оно тоже было серьезно улучшено. 2-е умение теперь снижает защиту от магии противнику с самой высокой магической атакой. Так и 3-е умение тоже работает на противника такого типа, высасывая всю энергию, получаемую этим магом. Стесняющий фактор состоит в том, что ваш основной маг Damage Dealer может обладать меньшим показателем магической атаки, чем какой-либо другой маг в той же пачке, тем самым избегая паралич и другие умения Фобоса. Но стоит отдать должное, бороться против него все равно стало сложнее, по крайней мере из-за стремительной потери энергии у какого-то одного персонажа в вашей пачке. А манипуляции с энергией всегда были крайне неприятным явлением в нашей игре. И как все мы знаем, против данных манипуляторов всегда был эффективен Сатори, но сейчас он стал особенно хорош. Что же с ним произошло? Помимо того, что теперь он контрит Тристана и Фобоса, ему выдали долгожданный облик на магическую атаку, которого ему так не хватало. Конечно, из-за него Сатори не стал сверхсильным, но поверьте, эта прибавка в уроне действительно ощущается. Теперь одна метка лисьего огня наносит более 50 тысяч магического урона, и это еще без учета ворованного интеллекта. А это означает, что хрупкие герои против Сатори стали еще хрупче. Также в нашу игру вместе с новым героем Айзеком была введена еще одна особенность под названием инженеры. Сразу после ввода мы проанализировали всех инженеров и пришли к выводу о том, что из-за них баланс практически не изменился, но с небольшим исключением. Сначала несколько слов об Айзеке. Ожидалось, что этот герой по концепции будет универсальным и сильным антимагом, как в браузерной версии, но при его вводе в мобильную версию все мы быстро поняли, что ошибались. Айзек и его способности у нас заточены под усиление других персонажей, особенно под самих инженеров. Из-за этого он не может применяться как самостоятельный герой, а выступает скорее как дополнение к физикам его особенности. С другими героями использование Айзека имеет мало смысла, так как в нашей игре есть куда более интересные герои поддержки. А вот Джинджер после обновления стала куда интереснее, чем раньше. Ей изменили 3 умения, и особенно привлекательным стал рикошет. После улучшения данная способность контузит всех отталкиваемых противников на 4 секунды, вследствие чего те значительно теряют свою скорость передвижения. Крайне важно отметить, что благодаря данному пассивному отрицательному эффекту с этой способности, она работает с любой способностью, которая помечена ключевым словом «отталкивание». Это такие способности, как орудие судьбы и возмездие у Данте, Цинлун у Цинмао, крупный калибр Фокс и так далее. Из-за этого нюанса стало возможно выстраивать эффективные пачки на базе отталкивания. Практика доказала, что подобные пачки хорошо показывают себя против физиков, так как серьезно замедляясь, им стало сложнее дойти обратно до команды соперника и снова начинать наносить удары. В итоге, сейчас на фоне всех героев в нашей игре Чаба откровенно
откровенно смотрится хуже всех. Все его умения давным-давно устарели и требуют полного ребаланса. Только в этом случае он сможет хоть как-то заиграть. И если сравнивать прошлые рейтинги героев с нынешним, то можно отметить, что количество бесполезных персонажей все-таки сокращается. К тому же, во время записи данного ролика в официальной группе мобильных хроник хаоса анонсировали усиление Майи и Лилит, что не может не радовать, так как они обе давно нуждались в переработке. После вступления обновлений в силу я закреплю комментарий под этим видео с краткой информацией о том, как поменялись их позиции в рейтинге. Но это не отменяет того факта, что до идеального баланса нам далеко, но мы движемся в правильном направлении. Надеюсь. Всем спасибо за просмотр.